Привет, мои дорогие друзья! К сожалению, доступа к украинцам, которых отдала Российская Федерация, у нас нет. Нас к ним не допускают. Но, к счастью, у нас есть доступ к украинцам, которых отдал Киев. И вот эта вот история украинца, которого отдал Киев, обменял Киев, который был в плену, клеймен. Приятного просмотра. Меня зовут Бригадзе Шата Михайлович, 29.10.96 года рождения. В общем, что рассказать, что интересует, ну и конкретно именно как содержался в плену. В плен попал 22 августа этого года. Был приказ забрать из ново захваченной позиции нашими войсками, забрать раненых и подвести им БК. В ходе чего, когда мы подъехали уже прям плотно к нашим позициям, где мы должны были быть наши ребята, нас подбили с гранатомета, в результате чего механик-водитель погиб сразу на месте. Мне повезло, не знаю как, просто повезло. Машина горела уже внутри башни, смог выбраться, выполз и пополз в сторону тех окопов, куда мы уже практически подъехали. Мы не доехали метров 10. Уже подползая туда, видел, что там есть люди. Я крикнул, что пацаны свои, не стреляйте. Дополз туда и увидел, что это не наши люди, а люди в форме Украины, что наших ребят там нету. Попал туда, затащили. Что деваться мне там уже некуда было, я бы уже туда просто не смог никак уйти. Не испугался я осознал, скажем так, не до конца. Как-то более-менее, как немного шокирован, но спокойно. Затянули в окоп, сели, обыскали, связали скотчем. Сел где-то, у меня было с собой полпачки сигарет, я там их выкурил прямо в окопе. Только потом, уже когда меня с этого окопа передали уже азовцам, тогда уже я начал нервничать, переживать, в шоковом состоянии был. Они что-то сняли, их собралось побольше, слышал, что люди собираются, там один за одним заходили, потом сняли повязку с глаз, развязали, посмотрели, начали со мной общаться, кто я, что я, начали допрашивать. Раздели полностью, там на татуировки, на все это остальное раздели. И потом на утро они начали узнавать, но они думали, что я россиянин сам. Узнали через СБУ, что я и правда уроженец там Макеевки. Они буквально один человек выходил, я так понимаю, позвонил, созвонился, говорит, сейчас мы тебя пробиваем. Пока сидел в подвале, все они это время все узнавали. Все, вроде бы не трогали, там побили немного, не трогали больше. И потом началось, когда уже узнали, что я служил в Кальмиусе. Принесли горелки, 2 газовые горелки, баллоны. Принесли 2, зешки из металла и на прутья приваренные. Хотели сначала, начали допрашивать, чтобы я полностью, говорит, рассказывай нам все, ты нам врешь, мы с тобой хотели так по-нормальному, по-нормальному не хочешь, значит будем где-то пытать. Сначала ноги горелкой опалили, 2 ноги. Я уже начал рассказывать, говорю, да, и так я служил там в Кальмиусе, там с такого там года, на какой должности был. Потом они решили, надо, говорит, тебя заклеймить, нагрели горелкой вот эту зешку. Потом другой остановил, говорит, горелка неинтересна, мы уже его полили, говорит, так что он с огнем хватит, давайте мы его, говорит, вырежем зешку, говорит, на память ему пускай будет. Кусок металла вот такой где-то небольшой, из нержавейки вырезанный, хорошо, качественно вырезанный, приваренный, все, и готово. Они мне показывали видео до того, кто до меня там у них был в подвале, и как они именно его припаливали, это все было. Это вот тот же самый матрас, на котором я так же само находился, и вот передо мной так же само парень был. Они показывали позывной с его формы, который сорвали. Для них, у них все готово было к этому. То есть к допросам они там приносили, показывали там ножи разведки, российской разведки. Говорит, у нас, говорит, и разведчики были. Говорит, если ты россиянин, говорит, ты отсюда, говорит, не выйдешь живым. Мы тебе, говорит, просто не дадим отсюда. Ты с подвала на своих 2 ты уже не выйдешь.
Ну, повезло, что успели вот это вот узнать. Я думаю, может, меня вот это и спасло. На ноге вырезали ножом букву Z. Вырезали. Ну, сколько, вот 2 месяца заживает, но тут до сих пор не зажил. Тут самое глубоко они вырезали. Но не хотели, будешь типа больше молчать, мы все такие глубокие сделаем. Ну, он как бы объяснил, что я рассказал уже все, что я мог. Говорит, ну, в лучшем случае, говорит, что ты у нас отсидишь 12 лет и все, обратно выйдешь. В таком плане. Ну, говорит, даже не надейся, что тебя, говорит, поменяют, потому что, говорит, ваших не меняют, забудь про это все, говорит, готовься к тюрьме. Говорит, там и зэки наши вас встретят, говорит, будете опущенными, потому что, они, говорят, они вас всех ненавидят, в какую вы тюрьму не попали, говорит, вас все равно ждет ад. Ну, после этого, уже бросили, я им, что был неинтересен, они меня оставили и уже полили водой, полили матрас водой, подвал холодный. Говорит, хочешь спать? Ну, теперь, говорит, ложись и отдыхай. Передвигаться нельзя было. Замотали руки, ноги и глаза, чтобы я все сел на матрасе и сидел, или лежал, как было удобнее. Ну, так как холодно и сыро, я там остался в одной футболке и все. Не двигаясь. Ну, где-то через 1,5 суток уже приехали СБУшники, повезли после этого в Днепропетровск. В Днепропетровскую колонию номер 89. Там так же само, как не то, что так же само, привезли, так же само с замотанными глазами. Встретили так же само хорошо, всем дубинками. Нос, они снимали и рентген делали. Дубинкой попали, разбили. Кормили, плохо, просто каша. Кусок хлеба, допустим, на завтра каша жидкая, кусок хлеба и чай с хлоркой вместо сахара. Вот это вот они любили делать. Так же само, на обед суп, 3-4 картошины и та же самая каша, которая на завтрак туда же уходила. Так, в принципе, кормили. Думаю, хотя бы так уже кормили, уже хоть с голоду не умирали. То при встрече били, после этого нет, потому что где нас заводили, там стояли везде камеры. На камерах они боялись бить. Там заставляли песни учить, петь гимн Украины, все разные песни, и только тревога, и воздушная тревога, и ты встаешь и поешь, пока она не закончится. Тревоги там по часу, стоишь, поешь, потом, когда Россия, нанесла там тоже ракетные удары, когда после Крымского моста взорвали, там они были рады и счастливы, что Крымский мост подорвали. На следующий день им тоже поздравили их. И они говорят, начальник зашел с утра, этот же обстрел с утра начался, там везде, я так понял, по Украине, по их точкам ударили. Говорит, забежал, весь злой, говорит, вы все трупы, вы все умрете, вы убийцы, там, все остальное, говорит. Только, говорит, тревога, все упали, говорит, отжимать будете теперь отжиматься, говорит, и пейте песни. И каждый надзиратель стоит над камерой и смотрит, чтобы мы не останавливались. Гимн Украины, про Бендеру, мій батько Бендера, там что-то такое было. Про казаков, в таком роде. Тревоги там каждый день по 7, по 8 штук, и каждая по часу. Это можно считать, что мы 8 часов в день просто пели. Для них это нормально. Тоже пленных привозят, все камеры подрываются, и гимн Украины поют. Там есть отдельная комната, там где не избивают, потому что там камеры нет. Комната для допросов, то заводят, там камеры нет, то есть там, естественно, избивают. И чтоб мы вот так орем, встаем, поем, чтоб, не знаю, может, чтоб не слышали, что они кричали. Так одного из пленных, которого привезли, они забили насмерть. Не, это вот именно сотрудники этой колонии. Ненависть в глазах у них, не знаю, я вот смотрел, они все в масках были, но в глаза смотрел, не страшно, тоже просто видно в них ненависть, что хотят, за людей они нас, я так скажу, не считают. Мы для них предатели, что мы не с ними, ни в одном окопе. Мы для них все, не знаю, звери, просто не люди. Мы бы вас всех поистребляли.
Так было бы лучше. Они с нацистскими ходят, ну, шевронами, ну, для них, наверное, нацистских кепка, ну, одного я точно видел нацистской кепки. Ну, и с нацистским, скажите, череп с двумя костями, ну, как у нацистов это было. Ну, и кепка такая же, соответственно. И как ее описать? Ну, именно реально нацистская кепка. Я ее ни разу, ну, как сказать, живую не видел, но я увидел и сразу понял, что она нацистская. Как даже, ну, вот в фильмах, я не знаю, где он ее взял, но где-то шатрил ее. И потом спрашивают: ты понимаешь, кому я попал? Ну, кому ты попал? Я говорю, ну, я так понимаю, говорю, разведка. Я говорю, а так кто вы, я не знаю. Ну, такое, в принципе, правильно, но мы, говорит, с Азова. И вот почему я знаю, что это точно были азовцы. Не знаю, офицеры они, не офицеры, но все были с пистолетами, это точно. Практически все они были. Сколько? 8 человек было. Ну, мы, как сказать, догадались, когда нас... Ну, сначала я подумал, нас двоих из 29 человек, которые там у нас в колонии находилось, забрали нас двоих, тоже тут парень со мной, забрали нас, начальник там был утром, тоже выводили, смотрю, там достали папку документов, ну, не знаю, что там, они запечатанное было, и просто спросили имя, фамилию, проверили дату, и выводили на улицу Воронок. Ну, Воронок в этот. Там по дороге тоже опять гимн Украины надо было спеть. Давай, говорит, пой. Говорит, ведем вас типа на расстрел. Ну, я так понимал, что не на расстрел, но куда-то переводят. А то нас перевозили, потом мы заехали на еще одну колонию, еще 3 парней забрали. Потом и на еще одну заехали. Еще 3 забрали. Вот оказалось 3 донецких и 3 луганских. И потом нас привезли уже в Запорожскую колонию. Ну, там не били, ничего, там сразу. Ну, сказали только нам одну фразу: не сильно не радуйтесь, вы все равно, говорит, никому не нужны, никто вас не поменяет. Но уже после этого мы начали догадываться, что нас привезли на обмен. Мы начали там с собой между разговаривать. И этот начальник колонии сказал: даю вам сутки, чтобы все вымылись, выбрились, выстирались, говорит, порошок, мыло, все дадим. Потому что мы там, естественно, не мылись, никто, только разрешали только бриться, и то если бы не начальник не ходил бы, не говорил, что идите, бройтесь, что вы как типа бомжи. То, что мы там воняли, там это всем безразлично было. Ну, мы тогда поняли, что будет обмен. Принесли нам там, дали мыло, порошок. Ну, правда, стирались в этом ведре, в половом. Ну, а что делать было? Мой номер телефона я, честно сказать, наизусть не знал. Вот стыдно было. Что сказал, что я говорю, жив-здоров, нас, я говорю, обменяли. Я говорю, я нахожусь там в Крыму. Но она сразу, она что не то, что дар речи потерялся, она, ну как, не поверила, скажем так, изначально. Потом, это говорит, точно ты? Я говорю, да, я точно я, говорю, все со мной хорошо. Мы взяли там у пацанов, у военных, позвонить через интернет, ну, дозвонились. Все, ну, практически все смогли дозвониться. Ну, безумно рады были, ну, а что, она говорит, я была, говорит, в шоке. Как приехал, я еще думал там, думаю, все, если поменяют, обменяют, все будет хорошо, обязательно приеду, я на ней женюсь. Ну, хочется. Это благодаря ей, она все суетилась, она не верила, что я мертвый, потому что говорила, там в часть, в штаб ходила, говорит, покажите мне труп, как вы, с чего вы взяли, что он мертвый, хотя бы без вести пропавший. Ну, там убеждали, что мертвый. Ну, с одной стороны, я так и думал, что буду говорить, потому что, ну, это и техника, как-никак. Как там проверишь, если взорвалось, там все горело, что там можно найти. Морально вроде бы как устойчиво, спокойно. Тут вообще сегодня проснулся радостным, настроение прекрасное, дома все хорошо. Родных и близких уже разрешают видеть, ну, отлично. Даже первое время, вот когда приехали даже в Крым, мы там идем в столовую, все, абсолютно все парни, мы все встали и все вот так идем в столовую, потом стоп, мы же на свободе, все нормально. И вот так, ну, дня 3 мы так, ну, очень хорошо отъелись. И хочешь и сладкого, и пряников, и сгущенные сладкие каши, и сгущенки, абсолютно все что хочешь. Вот. Там впечатления были, ну, не верилось сначала, что нас везут менять, но не верилось. Все думали, еще и парни там некоторых, у которых обмен срывался, говорит, блин, ну, давайте до конца не радоваться, будем помолчим, уже пока нас не выведут, уже пока не построят, тогда не будем радоваться. Ну, вот это сразу первый вид, это
увидели, что там на той стороне нам привезли, там где, ну, там мост, допустим, обруш, не буду говорить где. И вот видишь, что там стоят люди, тут стоят люди, и ты понимаешь, что все, вот оно, сейчас оно все свершится. И только дают команду, все, идите, меняйтесь. Это, не знаю, там возле КамАЗа, когда мы дошли, мы все орали, там, ура, все были довольны. Ребята тоже встретили с распростертыми объятиями. Короче, очень, ну, масса впечатлений, но очень счастливы, что вернулись домой наконец.